У войны принято мужское лицо. Но на фотографиях 40-х годов рядом с солдатами стоят совсем молодые женщины. Еще вчера они учились, работали, строили свои планы, ждали писем, а потом надели гимнастерки, взяли санитарные сумки, винтовки, штурвалы и рычаги танков. Они не были декорацией при армии. Они стали неотъемлемой частью фронта, там, где ошибка стоила жизни. Сотни тысяч советских женщин прошли через войну. Они служили связистками, разведчицами, зенитчицами, медиками, снайперами, летчицами. Большинство имен осталось только в списках частей и наградных документах, но некоторые истории остались в памяти особенно ярко. Не потому, что их подвиг был единственным, а потому, что через него можно увидеть судьбу целого поколения, повзрослевшего буквально за несколько дней. Осенью 1941 года были созданы женские авиационные части. Самым известным стал ночной бомбардировочный полк, позднее получивший гвардейское звание. Его экипажи летали на легких По-2 самолетах медленных, почти беззащитных перед истребителями и зенитным огнем. Днем такая машина казалась слишком простой для большой войны, но ночью именно ее кажущаяся слабость внезапно превращалась в по-настоящему грозное оружие. Подходя к цели, летчицы уменьшали обороты двигателя и переходили в тихое планирование. В темноте слышался только шелест воздуха по крыльям. За этот звук противник прозвал их «ночными ведьмами». Полк совершил 23 672 боевых вылета. За каждой цифрой — взлет с полевого аэродрома, холодная кабина, поиск цели и возвращение к следующей тяжелой ночи. На земле была другая тишина, снайперская. Часы неподвижности в снегу, грязи или мокрой траве. Нельзя было кашлянуть, резко повернуть голову, выдать себя паром дыхания. Людмила Павличенко защищала Одессу и Севастополь. На ее счету значились 309 подтвержденных целей. Но за известной цифрой легко потерять главное. Ей было лишь 25, когда ее вывели с передовой. Роза Шанина тоже стала одним из символов фронтовых снайперов. На фотографиях спокойное, почти школьное лицо. В документах точные формулировки о меткости и выдержке, а в дневнике — сомнения, усталость и желание быть там, где труднее всего. Она погибла в Восточной Пруссии в январе 1945 года, не дожив нескольких месяцев до самой победы. Ей было 20. Женщин в танковых экипажах было значительно меньше, поэтому история Марии Октябрьской звучит почти невероятно. После гибели мужа она внесла личные сбережения на строительство танка Т-34 и попросила назвать его «Боевая подруга». Но Мария хотела не просто передать машину армии. Она добилась направления в танковое училище, стала механиком-водителем и сама повела этот танк в бой. Во время одного из боев поврежденная гусеница остановила машину. Октябрьская вышла из танка и начала ремонт под огнем. Позже она была тяжело ранена и умерла в госпитале. Звание Героя Советского Союза ей присвоили посмертно. В этой истории нет красивой легенды о человеке, который ничего не боялся. Есть другое. Страх не отменяет решения идти до конца. Одной из самых массовых женских служб на фронте стала медицина. Санитарные инструкторы ползли к раненым под обстрелом, перевязывали их в воронках и тащили к укрытию с оружием. Зинаида Туснолобова за 8 месяцев вынесла с поля боя 123 бойцов. В феврале 43-го она сама была тяжело ранена, пролежала на морозе и пережила операции. Врачи спасли ей жизнь, но ампутировали руки и ноги. После войны Зинаида научилась жить заново, создала семью, воспитала детей и продолжила общественную работу. Ее история напоминает, для военного медика бой не заканчивался после перевязки. Иногда спасение другого человека означало навсегда изменить собственную жизнь. И все же такие женщины снова и снова возвращались за следующим раненым.
Были и те, кто сражался непосредственно в пехоте. Пулеметчица Маншук Маметова добровольно ушла на фронт и служила в стрелковой части. В бою под Невелем она осталась у пулемета, прикрывая своих, и погибла. Звание Героя Советского Союза ей присвоили посмертно.